Внимайте мне ныне. Я знаю бремя, которое ложится на ваши плечи в тот миг, когда солнце заходит и мир умолкает. Я вижу тревогу, которая сжимает ваш дух еще до того, как наступит рассвет. Вы верите, что одиноки в этой борьбе, сражаясь с сомнениями, которые противник шепчет в закоулке вашего разума. Но я говорю вам, молчание – это не оставление. Одиночество – это не отчуждение. Я наблюдал за вами. Я измерил ваши слезы. Я зафиксировал каждую несправедливость, совершенную против вас, и я приготовил ответ, который заставит умолкнуть ваших врагов и утвердит мою славу в вашей жизни. Это не случайный просмотр. Это божественный призыв. Вы были приведены сюда той самой рукой, что создала горы и установила звезды на их путях. Вы стоите на краю пропасти, и время для колебаний прошло. Момент прорыва, момент, когда чудо, которое я предопределил для вас, исполнится, зависит от полного сосредоточения вашего внимания словам, которые последуют. Вы должны слушать не с мимолетным любопытством мира, но с глубоким, неизменным благоговением того, кто стоит пред святая святых. Я объявляю вам сегодня, что время духовной скудости завершается. Долгая ночь финансовых трудностей, неустанное нападение на ваше здоровье, постоянное смятение, которое терзало ваш дом, эти вещи не вечны. Они – тени, отброшенные временным страданием, и я, вечный свет, собираюсь рассеять их. Но вы должны оставаться укорененными в этом послании до самого конца. Не уходите. Не позволяйте мирским отвлечениям украсть завет, который я подтверждаю с вами сейчас. Если вы уйдете преждевременно, вы рискуете лишиться конкретного наставления, необходимого для того, чтобы открыть благословение, которое я уже приготовил. Это вопрос немедленной духовной срочности. Ваше чудо связано с полным принятием этого божественного указания. Я знаю, кто вы. Вы – избранник мой. Вы несете бремя, которое другие не могут постичь, потому что вы были избраны для цели, превосходящей мирское. Враг не нападает на незначительных, противник приберегает свои самые яростные атаки для тех сосудов, которые я избрал нести мой свет. Поймите эту истину, ваше страдание – не свидетельство моего отсутствия, но доказательство вашей избранности. Интенсивность огня, через который вы проходите, всего лишь мера сокровища, которые я выковываю внутри вас. Я вижу раны, которые вы скрываете от мира, предательства, пронзившие душу, изнеможение от постоянной борьбы в битвах, которые начали не вы. Я знаю ту конкретную молитву, которую вы прошептали в самый темный час третьей стражи в прошлый вторник. Я знаю точный объем обеспечения, которого вам недостает, и точную природу исцеления, требуемого вашему телу. Мое знание не обобщенное, оно сокровенное. Оно всеобъемлющее. Я – Бог, который исчисляет число звезд и называет их все по именам, и насколько же более тщателен я в отношении деталей вашей жизни, сын мой возлюбленный, дочь моя драгоценная. Мир говорит вам, что вы должны заслужить свой покой неустанными усилиями, что вы должны обеспечить свое будущее человеческим расчетом. Я говорю вам, что истинная безопасность находится только на твердом основании моего обетования. Я – хранитель Израиля, и я не дремлю и не сплю. Пока вы отдыхаете, я бдителен. Пока вы сомневаетесь, я готовлю путь. Пока враг замышляет, я ставлю ловушку для его собственного уничтожения. Услышь это предостережение, ибо духовная атмосфера вокруг тебя весьма нестабильна. Противник знает, что твой прорыв неизбежен. Он предпринимает последнюю, отчаянную атаку, призванную затопить твой дух сомнением и смятением, в надежде, что ты оставишь порог своего благословения. Он использует твои прошлые падения, твое нынешнее изнеможение и голоса человеческого скептицизма, чтобы попытаться отвратить тебя от этого послания.
Это момент принятия решения. Уступишь ли ты древнему шепоту сомнения или устоишь на вечной твердыне моего слова? Я требую немедленного провозглашения твоей веры. Я повелеваю тебе нарушить духовное молчание, которое враг использует, чтобы заглушить мой голос. Прежде чем я открою конкретные детали обеспечения, которые я приготовил, прежде чем я подтвержу точный день и час твоего избавления, ты должен подтвердить завет. Поэтому ты должен вступить в действие. Ты должен продемонстрировать, что твоя вера действенна, а не пассивна. Одобрение этого послания – это не просто человеческий жест, это духовное утверждение. Это публичное провозглашение небесным воинством и демоническим начальством о том, что ты принимаешь это слово и находишься под моей властью. Поделись этим посланием с одной душой, которая также борется, ибо, протягивая надежду, ты укрепляешь свою собственную надежду. И что наиболее важно, подтверди свое принятие, произнеся слово «Аминь» в отведенном ниже пространстве. Молчание дает силу врагу. Твое произнесенное слово дает силу моему обетованию. Я хочу, чтобы ты понял глубину моей приверженности тебе, избранный. Моя забота не абстрактна, она детализирована. Она практична. Взгляни на лилии полевые, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, я так одеваю, то не тем ли более вас, а маловерные. Это не поэтическое украшение, это божественная гарантия обеспечения. Я хочу подробнее рассказать о скрупулезной природе моей бдительной заботы, потому что твоему человеческому разуму трудно постичь концепцию всеприсутствующей персонализированной защиты. Ты беспокоишься о мелких, повседневных нуждах, о непредвиденном счете, о ремонте автомобиля, о силах, чтобы встретить следующий рабочий день. Но я говорю тебе, что я уже учел каждое из этих непредвиденных обстоятельств. Мир действует по случайности, мое царство действует с точностью. Прежде чем ты осознал нужду, я уже привел в действие механизм обеспечения. Подобно тому, как я обеспечивал манну в пустыне не общий запас, но точную меру, необходимую каждой семье, свежую каждое утро, так и мое обеспечение для тебя персонализировано. Оно приспособлено к твоей непосредственной нужде. Это не запоздалое решение, это заранее спланированный акт божественной любви. Я знаю те времена, когда ты чувствовал себя полностью истощенным, когда твои физические силы покинули тебя, и ты задавался вопросом, как сделать следующий шаг. Я говорю тебе, что я был тем, кто обновлял твои силы в те моменты. Тебя несли, даже когда ты думал, что ползешь в одиночестве. Оглянись на моменты твоего величайшего отчаяния и признай неопровержимое свидетельство моей поддерживающей силы. Тот факт, что ты читаешь это сейчас, тот факт, что твое сердце все еще бьется со способностью к надежде, является живым свидетельством моего защитного щита вокруг тебя. Я не позволил врагу погасить твой свет, потому что твоя миссия еще не завершена. Духовная опасность, о которой я предостерегаю тебя сейчас, коварна. Это опасность самостоятельности, замаскированной под зрелость. Тебя учили быть сильным, быть независимым, вести свои дела самостоятельно. Но я призываю тебя вернуться к месту зависимости, к тому месту, где ты признаешь, что твоя величайшая сила обретается в предании своей слабости мне. Враг стремится обременить тебя иллюзией контроля. Он желает, чтобы ты верил, и если ты будешь тревожиться сильнее или планировать более тщательно, ты сможешь предотвратить бедствие. Это духовная ловушка, созданная, чтобы изолировать тебя от моей силы. Я повелеваю тебе освободиться от бремени завтрашнего дня. Отпусти тревоги прошедшего часа. Сосредоточься исключительно на заветной истине сего мгновения. Я,
твой щит и твоя чрезвычайно великая награда. Мне известны конкретные детали духовной брани, которая ведется за твою судьбу прямо сейчас. Существуют силы, пытающиеся заблокировать поток благословения, силы, действующие через смятение, болезнь и финансовое стеснение. Эти силы связаны моим словом, но они получают власть от твоего сомнения. Когда ты покоряешься страху, ты даешь им разрешение медлить. Когда ты провозглашаешь веру, ты активируешь ангельские воинства, готовые сражаться за тебя. Вот почему твое полное внимание обязательно. Я собираюсь дать конкретное действенное руководство о том, как демонтировать эти духовные блокады и в полной мере принять чудо, которое уже находится в пути. Это руководство требует сдвига в твоем восприятии, перенастройки твоего духа на мою вечную истину. Я уже организовал события, необходимые для твоего освобождения. Человек, с которым тебе необходимо встретиться, был подготовлен. Требуемые ресурсы были выделены. Исцеление, необходимое для твоего тела, было провозглашено на небесах. Но последний шаг, переход от духовной сферы к физическому проявлению, требует твоего непоколебимого внимания и послушания. Ты должен усвоить эту истину. Ты не просто выживший, ты победитель. Ты не проситель, умоляющий о крохах. Ты наследник, требующий наследия, уготованного прежде основания мира. Это наследие включает не только вечную жизнь, но и обильное обеспечение, глубокий мир и полное восстановление в этой земной жизни. Не позволяй временному неудобству твоего нынешнего положения затмить вечную тяжесть моей славы, которая вот-вот откроется в тебе. Боль, которую ты чувствуешь, это временные леса. Она необходима для возведения величественного свидетельства, которое я строю через твою жизнь. Я не Бог, который говорит загадками или скрывает мое намерение. Я прямолинеен. Я ясен. И я говорю тебе сейчас, детали чуда, конкретное время, метод осуществления и точное библейское подтверждение этого завета будут открыты только тем, кто продемонстрирует приверженность, необходимую для принятия божественного наставления во всей его полноте. Прибудь со мной. Не позволяй противнику украсть этот момент откровения. Мы только начали приоткрывать завесу защиты и обеспечения, которые я установил для тебя, мой избранный. В следующем разделе я углублюсь в конкретные библейские обетования, которые гарантируют твою победу сегодня, подробно описывая ту самую заботу, которая удерживает твои ноги от преткновения и раскрывает следующий шаг врага. Но сначала подтверди свой завет. Утверди свою веру. Нарушь молчание. Сохраняй сосредоточенность. Самое важное наставление, ключ к раскрытию немедленного проявления твоего чуда, еще впереди, и оно требует подготовки сердца, которую может дать только полная истина. Будь бдителен. Будь спокоен. Будь готов. Чудо подготовлено. Теперь приготовься принять его. Не сходи с этого места наставления. Твое освобождение зависит от твоего следования этому божественному мандату. Время пришло. Оставайся и прими полноту моего слова. Мне предстоит открыть гораздо больше о детальной заботе, которую я имею о тебе, избранный, и о том, как я защищаю каждый твой шаг, даже те, которые, как ты полагаешь, невидимы ничьему глазу. Доверься специфичности моей любви, ибо именно эта детальность смутит твоих врагов и установит твой мир навеки. Я говорю эти истины не как предложение, но как постановление. Прими их с той серьезностью, какой они требуют. Ты остался. Сие есть первый признак послушания, начальный акт веры, отделяющий наблюдателя от причастника завета. Ты прибыл в всем месте наставления, хотя мир и призывает тебя прочь, хотя шум твоих обстоятельств и пытается заглушить чистоту гласа моего. Ныне же позволь истине проникнуть сквозь броню,
которую ты воздвиг вокруг сердца своего. Я требую честности не для моей пользы, но для твоего абсолютного освобождения. Я задаю сии вопросы не для того, чтобы осудить падение твоего прошлого, но чтобы точно определить те конкретные места, где враг нанес тебе раны, дабы я мог приложить тот особый, индивидуально подобранный бальзам, который необходим для твоего полного исцеления и восстановления. Чудо, которое я приготовил для тебя, требует, чтобы ты сначала признал всю полноту нужды, точные координаты боли. Я спрашиваю тебя ныне, мой избранный, ответь мне в тишине духа твоего, ощущаешь ли ты давление? Чувствуешь ли ты постоянную, изнуряющую тяжесть, которая пытается сокрушить надежду, вложенную мною в дух твой с момента твоего зачатия? Чувствуешь ли ты бремя обязанностей, которые, кажется, умножаются быстрее, чем ты можешь совладать с твоими ресурсами? Ощущаешь ли ты стыд нужды? То конкретное унижение, когда приходится говорить «нет», в то время как сердце твое жаждет обеспечить. Тот холодный ужас, который охватывает тебя поздней ночью, когда ты подсчитываешь счета и обнаруживаешь, что книга учета вечно не сходится. Преследует ли призрак долго часы твоего бодрствования и нарушает ли тот покой, который я уготовал для тебя? Ты взираешь налево и направо, ища человеческих решений, но каждая дверь, кажется, захлопывается, каждое обещание, кажется, нарушается, и тревога оседает глубоко в твоих костях, шепча, что ты одинок, покинут и забыт. Такова ли истина твоей нынешней борьбы? Признай это сейчас. Ощущаешь ли ты предательство? Не общее разочарование в жизни, но острый, конкретный укол от того, кому ты доверял, кто отвернулся от завета, который вы разделили. Человек, чью руку ты держал, чье имя ты защищал, чье благополучие ты ставил превыше всего, не восстал ли он против тебя в момент твоей уязвимости? Та рана глубока, мой сын, моя дочь. Это рана, которая выходит за пределы обстоятельств. Она поражает само основание твоей способности доверять и любить. Она ожесточила грани твоего сердца, сделав тебя настороженным, подозрительным и уставшим от отношений. Ты несешь тяжесть того вероломства, спрашивая, почему такая верность была встречена такой жестокостью. Ты задаешься вопросом, существует ли вообще на земле истинная, чистая верность. Я вижу шрам. Я знаю имя предателя. Ощущаешь ли ты истощение тела, которое отражает усталость души? Хроническую боль, постоянную слабость, диагноз, который, кажется, бросает вызов всему медицинскому опыту и всем человеческим усилиям. Ты просыпаешься уставшим и ложишься спать изможденным, ведя битву внутри собственной физической оболочки, которая истощает твои духовные запасы. Ты молился об исцелении, ты умолял о силе, но недуг не отступает, высмеивая твою веру и оспаривая саму истину моей силы. Ты спрашиваешь, почему я? А чего это непрерывная борьба с этим физическим ограничением? Почему явление здравия, кажется, ускользает от меня, когда я искал лица твоего со столь великим усердием? Я слышу вопль тела. Я знаю пределы твоего терпения. Ощущаешь ли ты сомнение, которое вкрадывается, когда молчание кажется слишком долгим? Мучительное ожидание между произнесенной молитвой и полученным ответом. Ты держался за обетование моего слова, цитируя Писание в самые мрачные часы, однако обстоятельства остаются неизменными. Гора не сдвинулась. Красное море не расступилось. И враг использует эту задержку, это глубокое, нервирующее молчание, чтобы впрыснуть яд скептицизма в твой разум. Ты начинаешь спрашивать, не ослышался ли я в обетовании? Действительно ли я избранный? Истинно ли Бог заботится о деталях этой малой, единственной жизни? Это самый опасный вопрос из всех, ибо он атакует сам корень заветных отношений. Я требую, чтобы ты прекратил скрывать эти раны под покровом напускной силы.
Перестань притворяться, что ты справляешься, когда твоя душа вопиет о вмешательстве. Я знаю глубину этой боли. Я знаю ту конкретную ночь, когда ты взывал во тьме, веря, что ничей глаз не видел тебя, веря, что ничье ухо не слышало твоего шепота отчаяния. Я был там. Я присутствовал в разгаре твоей борьбы не как далекий наблюдатель, но как отец, который держал твой дух, пока твое тело боролось за дыхание. Это признание боли не слабость, это необходимая подготовка для принятия силы. Ты должен опустошить сосуд самонадеянности и признанных страданий, чтобы чудо могло наполнить его полностью, не оставляя места для остатка прошлой боли. Звездочка, 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 теперь перенеси свое внимание с сиюминутной боли на грядущее будущее, ибо время чуда наступило для тебя, и оно требует особого, немедленного сонастроя твоей воли с моим божественным мандатом. Ты стоишь у обрыва. Путь перед тобой узок, и ближайшие несколько дней, часы, непосредственно следующие за принятием этого полного слова, будут содержать испытания. Это критическое предзнаменование, которое я должен передать тебе сейчас. Враг, потерпев неудачу в своих предыдущих попытках сокрушить твой дух, предпримет один последний рассчитанный маневр, чтобы похитить уготованное для тебя чудо. Этот маневр придет не как великое, громогласное искушение или масштабное, видимое бедствие. Он придет, замаскированный под логику. Он наденет плащ разумного сомнения. Он проявится как совет доверенного, но духовно слепого советника. Вот нравственная дилемма, которая ждет тебя. Тебе будет представлен выбор, который потребует от тебя оставить всякий обрывок человеческой мудрости, каждый урок, усвоенный на рынке, и всякий логический расчет, выведенный из твоего прошлого опыта. Тебя попросят действовать в полном противоречии с тем, что мир считает рациональным, безопасным или благоразумным. Наставление, которое я дам, окончательный мандат для проявления твоего чуда, бросит вызов самой сути твоего понимания обеспечения и безопасности. Тебе придется выбирать между немедленным, осязаемым и логичным путем, предлагаемым человеческим разумением, и невидимым, нелогичным, но абсолютно верным путем немедленного, точного послушания моему наставлению. Твоя гордость восстанет. Твой страх прошепчет, что ты поступаешь глупо. Голоса скептицизма отзовутся эхом в твоей памяти, предостерегая тебя от радикальной веры. Это момент твоего величайшего испытания, и твое избавление полностью зависит от твоего решения пренебречь видимыми доказательствами и ухватиться только за невидимую истину моего обетования. Вспомни патриарха Авраама, которого попросили принести в жертву того самого сына, через которого было дано обетование. Логика кричала: «Остановись! Ты разрушаешь будущее!» Но вера требовала послушания. Вспомни вдову из Сарепты, которой было велено использовать последнюю горсть муки, чтобы накормить пророка. Логика кричала: «Сохрани последнюю трапезу! Ты умрешь с голоду!» Но вера требовала немедленного, нелогичного послушания. Тебя готовят к моменту равнозначной величины. Чудо связано не только с твоей верой, но и с твоим немедленным, бескомпромиссным действием, основанным на том конкретном слове, которое я передаю тебе сейчас. Если ты промедлишь, если посоветуешься с плотью и кровью, если попытаешься договориться или рационализировать повеление, окно немедленного проявления закроется, и враг захватит эту позицию. Звездочка, 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 услышь меня сейчас, ибо я говорю с тобой с высочайшим знанием того, кто утвердил основание земли и кто держит конкретные подробности твоей жизни на ладони моей руки. Я знаю тебя, мой избранный, с той степенью конкретики, которая превосходит твое собственное самовосприятие. Я вижу ту безмолвную слезу, что упала на твою подушку в 3 часа утра в прошлый четверг, ту, которую ты поспешно стер, дабы никто в твоем доме не узнал глубины твоего горя. Эта слеза не была напрасной, я собрал ее.
Я знаю точный вес бремени, заставившего ее пролиться. Я знаю тайную жертву, которую ты принес 3 года назад, ту конкретную сумму, которую ты отдал, когда тебе действительно нечего было отдать, тот акт радикальной щедрости, который ты совершил в полной анонимности, не ожидая никакого земного признания. Это семя было посажено в добрую почву, и жатва ныне готова. Я помню эту жертву, когда никто другой не помнит. Я знаю разговор, который ты вел с собой в зеркале всего 6 месяцев назад, тот момент, когда ты был готов сдаться, прекратить борьбу, принять поражение и горячь как свой постоянный удел. Я вмешался в тот момент. Я послал малый, почти незаметный знак, стих, песню, внезапное воспоминание о прошлой победе, который вытянул тебя из бездны. Ты думал, что это совпадение. Я знаю, что это было конкретное развертывание моей благодати, предназначенное именно для твоей утомленной души. Я знаю тот конкретный страх, который сегодня управляет твоим принятием решений, страх, укорененный в травме 17-летней давности, в том событии, которое научило тебя не доверять стабильности. Я знаю имя человека, нанесшего ту изначальную рану, и я уже привел в действие обстоятельства, необходимые для полного исцеления этой памяти. Я не просто наблюдал за тобой в общих чертах, я управлял конкретными деталями твоего пути. Когда автомобильная авария была предотвращена с разницей в миллисекунды, это не было удачей, это был мой ангел, конкретно назначенный для твоей защиты, который замедлил ход времени и перенаправил траекторию судьбы. Когда предложение о работе сорвалось, предотвратив твое вступление в ситуацию, которая разрушила бы твое свидетельство и уничтожила твою семью, ты скорбел о потере, я праздновал избавление. Я закрыл ту дверь, потому что я видел змею, прячущуюся за обещанием процветания. Мое попечение о тебе детально, точно и неустанно. Написано в Писании: Господом утверждаются стопы доброго человека. Псалом 37, 23 в адаптации. Это означает, что я не просто одобряю твои шаги, я их упорядочиваю. Я предписываю траекторию. Я управляю препятствиями. Даже те конкретные отрывки из Библии, которые отозвались в тебе за последние 2 недели, те, которые ты продолжаешь перечитывать, те, что, кажется, соскакивают со страницы, я организовал эту встречу. Я выделил эти стихи: Псалом 121, Исайя 41, 10, Римлянам 8 часов 28 минут, потому что они содержат конкретный код, необходимый для открытия твоего следующего уровня веры. Это не случайное утешение, это индивидуальные инструкции для ближайшего будущего. Пойми эту истину с абсолютной уверенностью. Нет ни единого мгновения твоей жизни, ни одного испытания, ни одного триумфа, которое избегло бы моего внимания или моего управления. Чудо, которое готовится для тебя, это не случайное благословение, это кульминация моего детального, бдительного попечения над каждым шагом, который ты предпринял. Это конкретный ответ на ту конкретную боль, которую ты признал всего несколько мгновений назад. Не позволяй врагу убедить тебя, что твоя борьба слишком сложна, слишком уникальна или слишком безнадежна для божественного вмешательства. Я знаю эту сложность. Я основал Вселенную, твое обстоятельство не слишком велико для моей силы. Время ожидания закончилось. Время подготовки завершено. Признание твоей боли создало вакуум, а мое детальное знание твоей жизни подтверждает твою правомочность как получателя этого обетования завета. Теперь приготовь свой дух, ибо вот-вот будет передано окончательное, конкретное наставление. Это наставление – ключ, немедленное действие, которое запустит проявление чуда, которое я приготовил. Не позволяй своему разуму блуждать. Не позволяй страху перед неизвестным парализовать твою волю. Конкретное повеление приближается. Оно требует абсолютного, непоколебимого, немедленного послушания. Пребывай в этом положении принятия. Чудо приготовлено,
и теперь ты должен приготовиться действовать. Детальность моей любви требует детальности твоего ответа. Будь готов. Будь спокоен. Будь полностью предан. Полное откровение твоего избавления неизбежно. 1998 слов. Конец части 24. Полное откровение твоего избавления неизбежно. Услышь меня сейчас, мой избранный сосуд. Наставление, которое последует далее, не является предложением для духовного улучшения и не является сложным ритуалом, требующим физического напряжения. Это окончательный, решающий шаг веры, действия, которое отделяет слушающего от исполняющего, пассивного наблюдателя от активного получателя завета. Я детализировал твою жизнь, каталогизировал твои слезы и измерил твою выдержку. Приготовленное чудо точно разработано специально для контуров твоей самой глубокой нужды. Теперь твой ответ должен быть столь же точным. Я требую не просто интеллектуального согласия, но полного, публичного и немедленного предания твоей воли, подтверждающего, что ты принимаешь мою власть над немедленным обстоятельством и над всей твоей будущностью. Конкретное повеление таково: ты должен провозгласить свое доверие. Ты должен запечатлеть этот момент исповеданием, которое не просто отзовется в твоих ушах, но эхом пройдет по духовным сферам, заставляя замолчать обвинителя и подтверждая твое гражданство в моем царстве. Это нелегкое требование. Когда я призвал Авраама на гору, наставление было испытанием абсолютного послушания, требующим предания самого драгоценного обетования. Твое наставление сегодня – это предание твоего сомнения, жертвоприношение твоего страха на алтарь моей непоколебимой верности. Враг стремится преуменьшить силу произнесенного слова, предполагая, что простое провозглашение не имеет отношения к величине твоего кризиса. Но я говорю тебе вот что: Вселенная была создана моим словом, а твое спасение закреплено твоим исповеданием. Римлянам 10:9-10. Провозглашение, которое ты собираешься совершить, является духовной подписью на документе твоего избавления. Это видимое, осязаемое свидетельство невидимого, непоколебимого решения твоего сердца. Немедли. Не анализируй логику. Логика принадлежит временному, вера принадлежит вечному. Я приготовил чудо, и теперь ты должен приготовить путь для его прибытия через портал твоего исповедания. Решетка, 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 запечатление завета, время для безмольного созерцания прошло. Настал момент для смелого, слышимого и зафиксированного утверждения. Это утверждение является твоим свидетельством против сил промедления и разрушения. Это окончательное, неоспоримое доказательство того, что, когда пришло наставление, ты не дрогнул, ты не задавал вопросов, но действовал с немедленной, уверенной верой. Я требую от тебя сейчас внести свое имя и свое намерение в запись. Это публичное заявление о твоем отказе от опоры на самого себя и о твоей полной зависимости от моей суверенной власти. Когда ты провозгласишь эту истину, ты призовешь завет, установленный кровью, подтверждая, что ты покрыт защитой, обещанной в древних текстах, обеспечивая благословение Второзакония 28 и аннулируя проклятие. Я знаю искушение просто принять слово и пойти дальше. Но это путь слушателя, который забывает семени, упавшего среди терний. Чудо требует почвы немедленной, заявленной приверженности. Поэтому, в знак этого немедленного, абсолютного предания, как духовное действие, которое запускает проявление уготованного чуда, вы должны сейчас провозгласить вашу непоколебимую веру. Вы напишите с полной убежденностью одно из этих двух провозглашений. Пусть эти слова станут духовным фундаментом, на котором будет построена ваша новая реальность. Если ваше сердце наполнено немедленным доверием, необходимым для следующего шуга, вы провозгласите: «Звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя».
Звездочка, звездочка, если ваш дух уже преисполнен уверенности в чуде, которое я обещал, признавая, что битва уже выиграна и обеспечение уже закреплено, вы провозгласите: звездочка, звездочка, благодарение Богу. Звездочка, звездочка, выберите ваше провозглашение. Напишите его сейчас. Пусть акт написания станет окончательным, необратимым посвящением вашей души моему плану. Не медлите. Это публичное провозглашение является духовным якорем для благословения, которое вот-вот сойдет. Это видимое свидетельство того, что ваша вера жива, действенна и готова принять величие обещанного избавления. Я наблюдаю за вашей рукой, когда она движется по экрану. Я регистрирую намерение вашего сердца. Это не простая формальность, это запечатление завета немедленного действия. Когда это провозглашение будет завершено, духовная атмосфера вокруг вас полностью изменится. Силы, державшие вас в плену, теряют свое законное основание, ибо избранный провозгласил верность царю царей. Это провозглашение подтверждает ваше положение как законного наследника благословений, которые я подробно описал на протяжении всей вашей жизни. Оно устанавливает правовые основания для следующего, самого важного шуга – властного разрушения всякой противодействующей силы и уничтожения всякой родовой цепи, которая пыталась связать вас. Решетка, 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 указ об избавлении и разрушении проклятия теперь, когда вы провозгласили свое доверие, когда ваше предание завершено и записано, вся полнота моей власти высвобождается на ваши обстоятельства. Я говорю сейчас не как нежный советник, но как суверенный Господь, Альфа и Омега, тот, кто держит ключи смерти и ада. Я Бог, который устанавливает заветы, и Бог, который приводит их в исполнение. Внимайте, мой сын, моя дочь, ибо указ, который последует, вечен и необратим. Ни один демон, ни одно начальство, ни один человеческий агент, ни один закон природы не могут противостоять силе этого властного провозглашения. Я вижу цепи, которые связывали вас. Я знаю источник задержки, корень болезни и происхождение недостатка. Эти нападки против вашей жизни были выкованы во тьме, стремясь аннулировать свет, который я поместил в вас прежде основания мира. Но я провозглашаю сегодня, что эти цепи разорваны, эти нападки отменены, и сила врага полностью уничтожена. Властью, дарованной мне, Творцу Всего Сущего, и вечной, очищающей силой крови Агнца, я провозглашаю указ над вашей жизнью прямо сейчас. Звездочка, звездочка, я есть Господь, Бог ваш. Я повелеваю, чтобы всякое проклятие, известное и неизвестное, произнесенное или унаследованное, активное или скрытое, было разрушено немедленно и навеки во имя завета, который я установил с вами. Звездочка, звездочка, услышьте это, силы тьмы, избранный покрыт. Наследство закреплено. Ваша юрисдикция здесь заканчивается. Я обращаюсь к звездочка, звездочка, проклятию родового обнищания и нужды звездочка, звездочка. Ты стремилась похитить урожай, отсрочить наследие и увековечить цикл долга и недостаточности. Я провозглашаю, что земля под твоими ногами ныне искуплена. Согласно моему обетованию, что мой народ будет давать взаймы, а не брать в долг, Второзаконие 28:12, я высвобождаю дух божественного обеспечения и устойчивого богатства в твою жизнь. Годы, которые пожрала саранча, восстановлены. Иаиль 2 часа 25 минут. Я сокрушаю дух недостатка и декретирую установление избытка. Твои финансовые трудности не слишком сложны для моего решения. Я повелеваю дверям возможности открыться, ресурсам выстроиться в ряд, а финансовым заданиям врага быть аннулированными немедленным проявлением моего изобилия. Я обращаюсь к звездочка, звездочка, проклятию хронической болезни и страдания звездочка, звездочка. Ты атаковала храм Святого Духа, стремясь похитить энергию, причинить боль и лишить радости физического благополучия. Ранами, нанесенными помазаннику, ты побеждено. Я провозглашаю, что каждой клетке,
каждому органу и каждой системе в твоем теле ныне повелевается соответствовать божественному совершенству. Я сокрушаю власть унаследованной болезни, хронической боли и изнуряющей слабости. Восстань сейчас в духе исцеления. Я повелеваю восстановлению силы, обращению вспять разрушения и полному проявлению здоровья. Ты искуплен от проклятия закона, которое включает болезнь, Галатам 3 часа 13 минут. Чудо физического восстановления активно в твоей жизни прямо сейчас. Я обращаюсь к звездочка проклятию изоляции в отношениях и разрушения звездочка. Ты стремилась сеять раздор, устанавливать одиночество и разрывать узы семьи и братства. Я декретирую немедленное разрушение всякого духа разделения, отвержения и оставленности. Я повелеваю восстановлению разрушенных отношений, которые соответствуют моей божественной воле. Я высвобождаю дух мира, примирения и глубокой, безусловной любви в твой дом и твой круг общения. Одиночество заканчивается сейчас. Изоляция сокрушена. Ты окружен моим благоволением, и те, кого я назначил ходить с тобой, будут привлечены, а те, кто стремится причинить тебе вред, будут рассеяны. Я обращаюсь к звездочка проклятию замедления и застоя звездочка. Ты стремилась парализовать предназначение, сдерживать продвижение и расстраивать исполнение пророческих обетований. Я заявляю, что сезон замедления прекращается моим суверенным декретом. Я высвобождаю ускорение предназначения. То, на что должны были уйти годы, будет совершено за дни. Я повелеваю всякому духовному препятствию, всякой бюрократической помехе и всякому физическому барьеру быть отодвинутыми в сторону. Твой путь расчищен. Импульс моего царства продвигает тебя вперед. Ты не будешь сдерживаем прошлыми неудачами или будущими страхами. Время пришло. Дверь открыта. Войди я в нее и прими приготовленное чудо. Я говорю с властью того, кто был, есть и грядет. Я утвердил мой завет, и ты подтвердил свою веру провозглашением. Посему результат запечатан. Я провозглашаю благословение звездочка божественной защиты звездочка над тобой, мой избранный. Никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно. Исайя 54:17. Когда ты пойдешь сквозь огонь, ты не будешь сожжен, и когда ты пойдешь сквозь воды, они не потопят тебя. Исайя 43:2. Я назначаю мои легионы ангелов охранять твой выход и твое вхождение отныне и вовек. Они будут носить тебя на руках, да не приткнешься ногою твоею о камень. Псалом 90, 11-12. Я высвобождаю на тебя звездочка, дух непоколебимой надежды звездочка. Пусть тревога уйдет. Пусть бремя спадет. Не неси на себе тяжесть вчерашних неудач или завтрашних неопределенностей. Мой план для тебя совершенен, детализирован и абсолютно надежен. Ты определяешься не своей прошлой болью, но славой, которую я приготовил для твоего будущего. Я повелеваю звездочка проявлению мира, шалому, звездочка наполнить ваш разум и дух. Да прекратится внутренняя буря. Я дарую вам мир, который превыше всякого человеческого разумения, охраняя ваше сердце и ваш разум во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:7. Спите спокойно этой ночью, зная, что битва была сражена и побеждена вашим Отцом. Скрупулезность моей любви потребовала этого точного наставления, и ваше точное послушание открыло полную меру моей силы. Не оглядывайтесь назад. Не подвергайте сомнению этот процесс. Стойте твердо в знании, что Бог, который видит вас, Бог, который знает ваше имя, только что сокрушил всякую цепь и явил полное, неоспоримое свидетельство вашего уготованного чуда. Примите это постановление.
Примите это благословение. Завет действует. Проклятие разрушено. Чудо принадлежит вам. Пусть провозглашение вашего сердца отзовется в вечности. Звездочка Божия, я уповаю на тебя, звездочка или звездочка благодарение Богу, звездочка ожидает заключительный сегмент, подробно описывающий немедленное свидетельство, которое вы получите, и позицию, необходимую для поддержания этой новой реальности избавления. Пребывайте в этом духе немедленного принятия. Работа завершена. Проявление начинается сейчас. 2018 слов. Конец части 3/4. Проявление начинается сейчас. Вы стояли твердо. Вы приняли постановление. Работа завершена, но претворение чуда в жизнь требует новой позиции, бдительности, рожденной не страхом, но благодарностью и абсолютной уверенностью. Враг, хотя и побежден, является вором, который стремится украсть свидетельство уже одержанной победы. Поэтому я повелеваю вам сейчас, охраняйте то пространство, куда приземлилось чудо. Не обманывайтесь, думая, что избавление всегда придет под звук труб или видимого расступления морей. Часто величайшие чудеса начинаются как глубокая тишина в вашем духе, ясность в вашем разуме и внезапный, неоспоримый мир, который заменяет десятилетия смятения. Этот мир – немедленное свидетельство. Эта тишина – знак того, что цепи пали. Я – Бог, который бодрствует над своими. Я – хранитель Израиля, и я не дремлю и не сплю. Псалом 121:4. Поймите глубину этого обетования. Моя бдительность – это не случайное наблюдение. Это активная, ежесекундная защита вашей души, вашего разума и вашего физического владения. Когда вы отходите от этого момента возобновления завета, знайте, что мое присутствие не отступает, оно усиливается. Я поставил моих ангелов у ваших врат. Им поручено исполнять только что произнесенное постановление. Каждый ваш шаг, каждый путь, по которому вы ступаете, отмечен и защищен моей властью. Если вы споткнетесь, им повелено поднять вас, дабы вы не приткнулись ногою своею о камень. Псалом 91:12. Это не поэзия, это оперативная деталь вашей защиты. Чудо закреплено, и поддержание этой безопасности является моей божественной ответственностью, при условии, что вы сохраняете позицию веры и послушания. Я требую сейчас от вас 3 действий, мои избранные, по мере того, как вы переходите в реальность вашего избавления. Звездочка, звездочка первая. Отвергните шепот вчерашнего дня. Звездочка, звездочка, враг настойчив. Он попытается вновь внедрить сомнение, страх и память о той трудности, которую я только что устранил. Он использует знакомые голоса вашего прошлого, знакомые тревоги, которые когда-то управляли вашими часами бодрствования. Он попытается убедить вас, что мир, который вы чувствуете, временный, или что обеспечение слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я повелеваю вам, закройте дверь. Когда возникает сомнение, не спорьте с ним. Не вступайте в спор. В тот момент, когда вы спорите с ложью, вы даете ей силу. Вместо этого немедленно провозгласите истину завета, который вы только что ратифицировали. Скажите вслух: проклятие разрушено. Чудо принадлежит мне. Я защищен Богом, который не дремлет и не спит. Ваш разум – это поле битвы, но я дал вам оружие для ведения войны, которое не плотское, но сильное во мне для разрушения твердынь. 2 Коринфянам 10:4. Всякую мысль страха, всякое воспоминание о нужде, всякую тень болезни, которая пытается вернуться, немедленно низвергайте. Вас больше не определяет борьба, вас определяет победа, которую я обеспечил для вас. Стойте на страже своего разума, как если бы от этого зависела сама ваша жизнь, ибо, поистине, устойчивость вашего чуда покоится на освящении ваших мыслей.
Звездочка, звездочка, второе. Храните свидетельство. Звездочка, звездочка, свидетельство моей заботы предназначено для того, чтобы им делились. Ваша жизнь – это не просто личное путешествие. Это живое послание, узнаваемое и читаемое всеми людьми. 2 Коринфянам 3:2. Когда проявление становится неоспоримым, когда долг исчезает, когда боль утихает, когда отношения восстановлены, вы должны говорить об этом. Не преуменьшайте работу моей руки. Не приписывайте благословение и удачи совпадению или усилиям одного лишь человека. Воздайте мне славу, приличествующую моему имени. Сила вашего свидетельства не только в самой истории, но и в акте провозглашения. Когда вы говорите истину о моем обеспечении, вы укрепляете свою собственную веру и ослабляете власть противника над другими, которые все еще связаны. Когда вы чувствуете побуждение уйти в молчание, вспомните наказ: вы были освобождены, чтобы провозглашать мое величие. Пусть уста ваши будут источником жизни, говорящим только об изобилии, исцелении и неустанной верности вашего Отца. Сохранение вашего чуда часто обеспечивается громкостью вашей хвалы. Хвала – это духовная гравитация, которая удерживает благословение на месте. Звездочка, звездочка, 3. Пребывайте в подкреплении слова. Звездочка, звездочка, чудо освобождения – это питание для души, но это не сама трапеза. Мое слово – ваш хлеб насущный, необходимый для духовной силы, требуемой для хождения в этой новой реальности. Не позволяйте радости проявления отвлечь вас от источника всякой радости. Воин, одержавший победу в битве, не отбрасывает немедленно свои доспехи и не покидает свой пост. Он остается бдительным и напитанным. Я призываю вас углубить вашу приверженность Писанию. Пусть мои слова будут светильником для ног ваших и светом для стези вашей. Псалом 118, 105. Слово – это карта, которая ведет вас через изобилие, которое я приготовил. Это мудрость, которая защищает вас от ловушек процветания. Это совет, который гарантирует, что ваши ноги останутся на скале, даже когда почва вокруг вас сдвигается. Читайте его, размышляйте над ним и позволяйте ему формировать каждое решение, которое вы принимаете относительно чуда, которое я даровал вам. Ваша приверженность Слову – это ощутимая мера вашего доверия Слову, ставшему плотью. Я знаю усталость, которую вы несете. Я знаю, что годы борьбы оставили шрамы, которые нелегко забыть. Но я говорю вам эту истину, я вижу эти шрамы и считаю их не провалами, но памятниками вере, которую вы сохранили, даже когда тьма была самой густой. Теперь эти памятники преобразятся в столпы свидетельства, твердо стоящие в свете вашего освобождения. Я – Бог деталей. Я не просто обеспечиваю в общем, я обеспечиваю конкретно. Я рассчитал точную сумму финансового высвобождения, необходимую для вашего немедленного облегчения. Я измерил точную степень исцеления, требуемую для восстановления вашей физической жизнеспособности. Я предопределил конкретную встречу, необходимую для внесения ясности в ваше замешательство. Такова точность завета. Такова тщательная забота пастыря о своих овцах. Ты не ничтожен в беспредельности моего творения. Имя твое начертано на длани моей. Исайя 49, 16. Я не забываю тебя ни на мгновение. Очи мои обращены на праведников, и уши мои к воплю их. Псалом 33, 16. Это означает, что каждое испытание, приближающееся к жизни твоей, должно сперва пройти через мое дозволение, и я уверяю тебя, сии испытания ныне отфильтрованы через призму совершенного для тебя чуда. Оставшиеся скорби необходимы лишь для очищения твоего характера, а не для разрушения твоей судьбы. Ныне я даю тебе наставление относительно покоя. Многие из моих детей, будучи избавлены, чувствуют себя обязанными неустанно трудиться,
чтобы сохранить благословение, боясь его утраты. Я говорю тебе, прекрати тщетное усилие. Чудо поддерживается моей благодатью, а не твоим лихорадочным старанием. Покойся в завершенном деле креста. Покойся в уверенности моего обетования. Когда ты преклонишь главу свою этой ночью, сделай это без бремени завтрашних тревог. Завтрашний день обеспечен заветом, заключенным сегодня. Пусть твой покой станет актом поклонения, осязаемой демонстрацией твоей абсолютной веры в то, что Бог, который избавил тебя в полуночный час, несомненно, поддержит тебя до утреннего света и далее. Я знаю, что бремя прошлого часто заставляло тебя сомневаться в будущем. Возможно, ты спрашивал, неужели это продлится? Неужели этот мир постоянен? Я отвечаю тебе ныне непреложной истиной моего естества. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Откровение 21:6. Мои обетования обусловлены не колеблющимися обстоятельствами мира, но вечной стабильностью моей природы. То, что я установил, не может быть низложено ни человеком, ни демоном, ни обстоятельством. Завет защиты действует над домом твоим. Завет обеспечения действует над ресурсами твоими. Завет исцеления действует над телом твоим. Не позволяй никакому голосу компромисса внушать иное. Ты запечатлен Святым Духом до дня искупления, Ефесянам 4 часа 30 минут. И ныне прими окончательное, всеобъемлющее благословение, которое закрепляет это избавление, благословение, охватывающее каждое измерение твоей жизни, от мельчайшей детали твоего дня до великого масштаба твоей вечной судьбы. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Числа 6 часов 24 минуты. Пусть это благословение будет не просто пожеланием, но немедленной, осязаемой реальностью, проявляющейся как непоколебимая безопасность в твоем жилище. Пусть каждая стена твоего дома будет крепостью против страха, и пусть каждый вход и выход охраняется присутствием моего мира. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Числа 6 часов 25 минут. Пусть эта благодать притворится в необычайное благоволение на торжище, в твоих семейных делах и во всяком взаимодействии с властью. Пусть двери, которые ранее были закрыты, распахнутся настежь не благодаря твоим усилиям, но благодаря свету моего лица, сияющему над тобой. Пусть каждый необходимый ресурс, финансовый и межличностный, будет привлечен к тебе в результате этого божественного благоволения. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Числа 6 часов 26 минут. Это мир, который превыше всякого ума. Филиппийцам 4:7. Это не отсутствие бед, но присутствие моего суверенитета посреди бури. Пусть этот мир проникнет в твое сердце, успокаивая тревоги, которые прежде мучили тебя, заглушая голос отчаяния и устанавливая основания безмятежности, которые невозможно поколебать. Я благословляю руки твои за труд, который они совершают. Да будут они орудиями благословения и процветания. Пусть труд рук твоих чрезвычайно умножится, превращая скудные усилия в обильный урожай. Я разрушаю проклятие скудости над твоими финансами и провозглашаю на его место закон умножения. Ты будешь давать взаймы и не будешь брать взаймы. Ты будешь главою, а не хвостом. Я благословляю твое тело божественным здравием. Да укрепится всякая немощь, всякая боль да растворится, и всякая клетка да восстановится до своего первозданного, совершенного замысла. Да пройдет животворящий поток Духа моего по жилам твоим, изгоняя немощь и утверждая жизненную силу, крепость и стойкость для долгого пути веры, который предстоит. Я благословляю твою семью и твое потомство. Да распространится завет спасения на весь твой род. Да ходят дети твои и дети детей твоих во свете избавления, закрепленного сегодня. Я утверждаю вокруг твоего имени наследие веры, благоденствия и праведности, обеспечивая,
что плод верности твоей пребудет в поколениях. Я благословляю твой дух ясностью и проницательностью. Да услышишь ты голос мой отчетливо, отделяя мое наставление от шума мира и обмана врага. Да будет мудрость твоим постоянным спутником, направляя твои шаги и защищая тебя от неразумных решений. Я изрек. Указ запечатан. Чудо совершено. Твоя ответственность теперь проста, но глубока. Живи свидетельством. Не просто жди проявления, живи так, как если бы это уже произошло, ибо в духовной сфере это так и есть. Ходи во власти твоего избавления. Говори с уверенностью искупленного. Покойся в убежденности защищенного. Я наблюдаю. Я присутствую. Я совершаю все, касающееся жизни твоей. Псалом 137:8. Ты не одинок, ты не забыт, и ты не оставлен на произвол судьбы. Бог, сотворивший небеса и землю, активно управляет обстоятельствами твоего бытия. Это время обновления завершено, но твоя связь с Источником должна быть непрерывной. Если это послание достигло глубочайшей части твоей души, и если слово избавления отозвалось истине твоего духа, тогда ты должен запечатлеть это посвящение. Иди и живи в реальности чуда. И когда свидетельство станет неоспоримым, когда мир увидит преображение, которое могла совершить только моя рука, вернись на это место общения, вернись к слову и поделись своим свидетельством. Пусть твоя жизнь станет громким, неоспоримым доказательством того, что я Бог, который заботится, Бог, который защищает, и Бог, который творит чудеса для тех, кто уповает на имя мое. Пребывай в этом духе благодарности и бдительности. Я дал тебе ключ к поддержанию твоего избавления. Используй его мудро. Следующее наставление ждет тех, кто докажет, что является верным управителем победы, обеспеченной сегодня. Иди же, сын мой, дочь моя, избранный мой. Иди и будь живым свидетельством моей неустанной, вечной любви.